Мне каждую ночь в глазах мерещатся какие-то разноцветные помехи и какие-то люди без глаз. Это началось все у меня с самого детства, но я так и не мог это понять, где я это увидел, пока я не нашел старую кассету у себя во дворе. Я и моя семья смотрели новости на Первом канале, и вдруг новости разорвали помехи. Эти помехи шли где-то 15 секунд, и вдруг вместо помех появилась какая-то странная картинка, а следом еще одна. Мы изначально были в шоке и не понимали, что это. После 4 картинок появился темный фон с каким-то надписям «Инт Бнедом». Так и не понял, что там написано. Затем запустилось какое-то видео человек с устрашающим маской. Я тогда не понимал, что это, и не мог оторвать взгляд экрана. Мой папа не мог найти пульт от телевизора, чтобы переключить это. Моя мама чуть не упала в обморок. Моя сестра плачет, а мой брат охреневает от увиденного. Другое видео, какая-то женщина стояла возле страшного манекена, и у нее в глазах было написано «In Cut Heaven». Потом какая-то девочка появилась, и у нее тоже что-то было написано «Серджамент». А потом снова какие-то картинки появились. Мой папа, не нашел пульт, подошел к телевизору и отключил от розетки удлинитель вместе с ТВ и видеомагнитофоном. Из-за этого в конце испорченный кадр. Мой папа любил записывать новости. Он их записывал, чтобы сравнить будущее нашей страны. Лучше будет или хуже. У него эти кассеты пылились в сарае. Было кассет много. А в 2010 году сарай сгорел вместе с кассетами. И мой папа забросил это дело и видик продал. После этого меня и мою сестру увели спать. А мой брат побежал звонить своим друзьям, чтобы сказать, какую он только что увидел дичь. 2 июня 2020 я решил с утра пробежаться, как вдруг я споткнулся под какую-то деревяшку. Я его выкопал. Это оказался деревянный ящичек. Внутри ящичка была газета с новостями 2006 года. В газете была завертанная какая-то кассета. Я эту кассету с ящичком показал своему папе. Он сначала удивился, а потом, сделав серьезное лицо, сказал мне: «Поехали в оцифровку кассет». И я спросил: «А что там?» Он мне говорит: «Увидишь, узнаешь, а возможно даже и вспомнишь». Я, не поняв, поехал с ним в оцифровку кассет. Мы дали кассету оцифровщику. Он оцифровал кассету в диск и посмотрел, что там было. Оцифровщик подходит к нам с удивительным лицом и говорит нам: «Я посмотрел вашу кассету и удивился, и вспомнил эту ситуацию. Хорошо, что эта запись у вас не полная, просто я бы не хотел это бы видеть полный взлом. На самом деле этот взлом длился 3 минуты. Вы знали это?» Задал он вопрос моему папе. Папа сказал «нет». А я так и не понял, про что он. Какой взлом?